Ты должен об этом знать. Что же произойдет? Давай посмотрим вместе. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Ну и, конечно же, как всегда, в конце ждет приятный бонус для самых стойких. Итак, смотрим, в каких энергиях вы находитесь и ваша сигнификация. Что-то сильный мужчина загрустил, заскучал, да? А все почему? А все потому, что отсутствие любви. У многих из вас проигрывается свободное сердечко, да? То есть вы можете флиртовать, вы можете общаться с женщинами, переписываться, кто-то даже знакомиться. Но как-то это все неинтересно до такой степени, как это было когда-то. Вот когда-то у вас была довольно бурная, страстная и жизнь, и любовь была очень страстная. Но на данный момент это как будто осталось, ну, такие и теплые, и в то же время болезненные воспоминания, да. Напишите, у кого проигрывается эта ситуация, да, что сердечко ваше свободное. Давайте сделаем маленький опрос. Свободно ваше сердце или же уже в кого-то влюблены, потому что это общий расклад, да, может быть, кто-то вдруг влюбился. Вы человек, который, опять-таки, очень душевный, сердечный. Это очень часто у нас выпадает в сигнификации. И в то же время вы довольно сильны, да, вот такой парадокс может быть. С одной стороны, да, вам могут окружающие иногда говорить, да что ты даешь слабину, да, будь вот как-то более настойчивый, да. А в другие моменты, наоборот, вы можете собраться, вы можете настолько так мобилизовать все свои силы и действовать очень жестко и решительно. То есть как будто такие два человечка живут внутри вас, да? Можете быть разным. Ну, в большинстве своем, конечно же, у вас энергии еще, в принципе, хоть отбавляй. И неважно, сколько вам лет. Не говорите мне, что вам уже там, простите, 100 лет в обед будет, да? Даже в 100 лет у вас еще довольно много сил. Опять-таки у нас проигрывается очень хорошая интуиция. И я в который раз вам говорю, ребята, слушайте свою интуицию, она вас никогда не подведет. Я понимаю, что вы у меня, ребята, такие очень умные, логичные, любите все анализировать. Ну вот послушайте меня. И хотя бы иногда пользуйтесь вашей интуицией, вы сможете избежать очень много ошибок. Особенно ваша интуиция вас подводила в связях с женщинами. Это могли быть знакомства, это могли быть какие-то кризисные моменты с женщинами, к примеру, да, вот вы чувствовали где-то подвох, да, вот даже если брать бывших женщин, может быть, кто-то еще живет в токсичных отношениях, да, потому и как-то и грустно. Да, во вранье однозначно, ребят, кто-то из вас живет во вранье, можете отозваться, да, вот вы живете, ну реально как соседи, тоже такие среди вас есть, но опять-таки смотрите с надеждой в будущее. Живете в этом, ну, грубо говоря, в болоте, когда не хочется домой приходить, да, но смотрите с надеждой, а вот что-то изменится, да, а может она поменяется, а может я встречу более хорошую женщину, и вот это вот а может, а часики-то тикают, понимаете? Кто-то из вас из-за такой вот сложной житейской ситуации, да, из-за такого депресснячка, грустнячка, да, если это можно так назвать, может быть, даже как-то вот более углубились в психологию, в то же самое Таро. Вы можете делать, либо же увлекаться даже тем, чем раньше никогда бы, ну, не могли подумать, да, что вы будете смотреть вот Таро, да, к примеру. Напишите, ребят, кто вот раньше, ну реально, Таро вообще даже, может быть, и не слышал, и не знал, что это такое. Не то, чтобы сидеть и каждый вечер, там, к примеру, смотреть видео, да. Поэтому обращайте внимание на интуицию, я вас очень-очень прошу. Далее, что еще проиграется? Ну, смотрите,
У кого-то из вас сейчас происходит трансформация. Либо вы вот недавно ее перешли, прожили, да, вот трансформация жизни с чем связана. Здесь идет трансформация семьи. У кого-то это потеря семьи, у кого-то это может даже проиграться потеря работы. То есть жизнь круто поменялась. Но я вам скажу, что вы уже видите, что вот реально все, что делается к лучшему, и кто из вас потерял работу, в принципе, уже наметочки есть, да, вот куда вы пойдете, либо же у вас есть люди, которые вам, может быть, какие-то вакансии подкидывают, либо вы сами нашли. Если это касается семьи, да, кто-то из вас, кстати, вот подумывает, я сейчас говорю о тех, кто, допустим, живут в таких кризисных отношениях, вы подумываете о том, что нужно бы перезагрузить отношения, да? То есть здесь такое двоякое, вот кто в токсичных отношениях, с одной стороны вам плохо, вы вроде бы в будущее смотрите, вот как я говорила, но с другой стороны вы хотите перезагрузить еще эти отношения, потому что вы не готовы их разорвать. Может быть, думаете о какой-то либо совместной поездке с женщиной, либо же еще какой-то романтик, да, чтобы как-то вот встряхнуть ваши отношения. У кого это проигрывается, напишите, ребят. Кто-то из вас вот либо же недавно был, либо планирует в ближайшее время на какой-то такой движ, может быть, гулянка какая-то, корпоратив, день рождения. Ну, то есть тусовочка такая маленькая, когда будут свои близкие люди, которые дороги вам. Ну, довольно неплохо. Либо же уже вы провели время, да, вот, либо же вы вот планируете. Может быть, вас уже пригласили на день рождения. Ну и давайте ближе к делу, да. Что же вы все-таки должны знать? Поскольку это общий расклад, я буду описывать разные ситуации, да. Вы будете переворачивать под себя и, ну, брать себе на заметочку то, что вам подходит. Погнали. У кого-то из вас будет такое сумасшедшее искушение. Появится женщина в вашей жизни, искусительница. Но эта женщина не для отношений. Вот я сразу предупреждаю. Она будет молода, она хороша собой, чувственна. Она такая, знаете, ну, коварная соблазнительница. Я это говорю для тех, кто, ну, не брезгует романчиками, да. Просто берите на заметку, что если вы хотите нового романа, ну, вот такая возможность вам подвернется. Далее кто-то из вас, опять-таки, либо же уже связан с формой, с армией, либо планирует туда, да, вот, я не знаю, это повестка, ну, либо еще какие-то вот эти вот бумажные дела вы получили, либо вы планируете, может быть, по контракту, ну, либо же здесь может еще проиграться ситуация, когда вас поставили в такие условия, что хочешь не хочешь, а идти нужно. Здесь очень тяжелый выбор, здесь очень жесткий выбор, но я вам скажу, что по-другому вы не сможете. Хоть как бы ноша тяжела не была, вот не сможете. Даже из вас есть такие люди, кто, может быть, из-за женщины, из-за разбитой любви, обманутых надежд, можете сами, допустим, записаться в те же, ну, в какие-то войска, допустим, да, вот в армию. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, я не буду это озвучивать. Вот именно из-за того, что все, жизнь закончилась, особенно вот у кого свежие раны, да, напишите, у кого это проигрывается. То есть вы поставили точку на своей жизни, вот будь что будет. Это печально, это ужасно, да. Но, тем не менее, такое решение вы либо уже приняли, кто-то из вас, да, либо планируете пойти, да, ну, а вот что-то случится, да, потому что уже все, жизнь не мила, уже все равно. Далее у кого-то из вас проигрывается денежка, получите денежку, в принципе, довольно неплохая, финансы у вас пойдут в гору. Кто сейчас отчаивается, что совсем-совсем плохо, трешняк в жизни, нет, все будет хорошо. Далее еще такой момент, я не знаю, может быть, это до мурашек у кого-то будет. Смотрите, кому-то из вас в ближайшее время придут ваши ушедшие родственники. Ну, понятно, не все сразу, да, а то вы сейчас начнете в обморок падать.
Это может быть даже скорее женщина, которая вам по крови близка. Это может быть мама, бабушка, тетя, да, ну то есть женщина, которая близкая, очень дорогая вам. Она может приходить все чаще, она может, ну, как бы подавать вам какие-то знаки. Вот знаки, что ты стоишь, вот сынок, да, ты стоишь на пороге каких-то очень больших перемен. Вас может испугать такое появление. Я сразу говорю, может быть такая ситуация, что ну, вы реально чуть ли не почувствуете на себе какое-то прикосновение, да, хотя вроде бы рядом никого нет. Либо можете очень отчетливо голос услышать. Ну, то есть какие-то такие будут знаки подаваться, ну, вплоть до того, что, я не знаю, может быть, даже вещи будут как-то немножко двигаться. Только, мальчишки, не падайте в обморок. Понятно, это не у всех проиграется, но просто берите на заметку, чтобы вы знали, если вот такая ситуация будет. Как правило, к вам приходят, между прочим, вот ваши ушедшие родственники, ну, накануне каких-то грандиозных событий, каких-то перемен. Они подают вам знаки, они могут приходить во сне, они могут вам подсказки какие-то давать. Если вам даже говорят, что вот ну, то, что вам во сне говорят, да, вот ушедшие особенно, ну, постарайтесь это запоминать. Ну, либо же брать на заметку, да, это могут быть тоже такие маленькие подсказочки, как правильно действовать, как выйти из какой-то сложной ситуации, может быть. Не, ну то, что по финансам, это 100%, ребят, это 100% у вас идет, ну, такое даже обновление в вашей финансовой жизни. У тех, кто захочет личное дело открыть, но это будет очень прибыльное дело, может быть, вы бизнес свой, даже пусть маленький бизнес, это очень прибыльное дело будет, и, между прочим, это будет вам по душе. Вот вы можете открыть дело, именно которое вам нравится, может быть, о котором вы мечтали. Да, это, но это ваша мечта. Ребят, вот кто-то из вас, ну, 100% мечтает вот о своем деле, да, вот будет очень-очень благоприятный период, и получается такой, ну, двойной кайф. С одной стороны, ты занимаешься любимым делом, а с другой стороны, еще за это и денежку получаешь, да. Кто-то из вас все-таки найдет свою половинку, да, и это будет действительно женщина, которая, ну, станет вашим и другом, соратником, любовницей, даже женой может стать, даже пусть гражданской, но вам с ним будет настолько классно, настолько комфортно, что даже кто-то из вас может подумать, ну, а не состругать ли нам Буратино, да, с этой женщиной? Ну, понятно, если вам, конечно, возраст и возможности позволяют. Потому что некоторые 70 лет рожают детей, да, ну, делают детей, скажем так, да, а кто-то в 20 уже проблематично, потому что и здоровье у всех разное, и возможности разные и так далее. Поэтому найдете человечка, с которым будет настолько классно, комфортно, и вообще это будет такое состояние обновления. Это будет состояние покоя, когда просто вот радуется душа, когда гармонично, когда ну ты реально встретил своего человечка. Кому-то из вас могут предложить очень такую выгодную сделку. Опять же, это будет касаться денежек. Но почему-то у вас будут сомнения. Здесь, смотрите, здесь могут, к примеру, вот кто-то ваш знакомый, там, приятель, опять-таки предложить, либо же денежку ему одолжить, либо же давай совместный бизнес сделаем. Вы почему-то поначалу будете сомневаться по поводу этого человека. Вот почему-то вы ему не очень-то доверяете, и человечек не очень чистый на руку. Опять же, это может еще быть подсказка вашей интуиции, поэтому слушайте внимательно свою интуицию, я еще раз вам говорю. Вот человек, я вот именно делаю акцент, человек, который будет вам в ближайшее время предлагать либо одолжить деньги, особенно крупную сумму, либо же вот давай вместе откроем дело какое-то, вот постарайтесь как-то деликатно отказать. Потому что реально человечек, ну, не чист на руку, и человек, который может потом годами вам деньги не отдавать, либо же как-то подставить. Ну, то есть разбитое сердце вам обеспечено. Человек манипулятор, который действует исключительно в своих целях.
Это если вы сами захотите открыть дело, это пожалуйста, вот как я только что говорила перед этим. Вот, пожалуйста, сами вы можете, ну, любые двери открыть и получать довольно приличную сумму и заниматься любимым делом. Понимаете? Вот именно обратите внимание на этого человека и то, что мы смотрим, конечно, в ближайшее время. Это не значит, что вообще никогда никому там деньги не одалживать. Нет, пусть это будет в ближайшее время. Почему вас накрывает депрессняк, ребят? Ну, снова-таки накроет депрессняк. Почему? У кого-то это будет опять разрушение семьи, это будет какое-то неприятное открытие. Кто сейчас может быть в отношениях, там, неважно, гражданский брак, настоящий там брак, да. Здесь может проиграться, реально вы узнаете о том, что вам изменяют. Причем изменяют, может быть, уже так давненько. Вот как будто человечек снимет свою маску. Либо доброжелательные вам что-то шепнут на ушко, да. Но то есть здесь будет стоять у кого-то из вас разрушение отношений, либо семьи. Причем после этого, как вы узнаете, да, вы, ну вот пуститесь во все тяжкие. Я имею в виду не налево пойдете, да, а вот пойдете где-то вот тусить, с бутылочкой обниматься, да, с друзьями вот веселиться, вот ну просто чтобы с ума не сойти от боли. Вот знаете, да, вы не сопьетесь, вы не падете низко, у кого такая ситуация проиграется. Но здесь просто нужно будет пережить. Поэтому вам нужно быть почаще среди людей. Вот, может быть, даже друзья станут вашей такой очень большой поддержкой и опорой. Далее. Захочется, кому-то из вас захочется вообще такого периода покоя и уединения. Вот знаете, как будто все достанет. И это касается не только тех, у кого семья рухнет, либо отношения, да. У кого-то из вас это может быть ситуация, когда просто вы устали, да, устали от чрезмерного общения, да, когда устали от забот, от хлопот, когда просто хочется отключить все телефоны и где-то посидеть, я не знаю, там на берегу речки с удочкой, либо же где-то просто по лесу погулять хоть какой-то денечек-другой, чтобы вас никто не трогал. Вот просто душа требует уединения, покоя. Есть некая такая усталость, ну, либо же эмоциональное выгорание. Кому-то из вас потребуется очень большая такая доза перезагрузки, да, переосмысления своей жизни. И как раз вот в уединении вы можете много чего открыть для себя, да, и по поводу своих жизненных ситуаций, и по поводу людей, которые вас окружают. На кого-то из ваших окружающих людей, вот, да, близкого окружения, у вас откроются глаза, вы взглянете под другим ракурсом, вы взглянете как будто другими глазами на некоторых людей. Это может как позитивное, так и негативное открытие быть для вас. Ну, в целом такой период, знаете, будет и свои плюсы будут, и свои минусы. Но то, что вы выйдете из депрессии, даже если вы и пребываете сейчас, это факт. Потому что вы человек, который, ну, не может очень долго грустить, да? Вы сами по себе позитивны, поэтому вы своей силой воли сами себя вытащите. Ну и, конечно же, ваши близкие. Поэтому, ребят, будьте бдительны, как я уже говорила, слушайте интуицию, обращайте внимание на ваше окружение, да, дабы не ошибиться. Ну и делайте выводы, да, в принципе, я маленькие такие информативные посылы сделала, да, кому что подходит. Кто-то из вас еще будет, знаете, пойдет, либо же ну, захочет подлечиться, может быть, обследоваться. Вот все откладывали, а здесь, ну, начнет, может быть, немножко барахлить. Там то в боку стрельнет, то ножка заболит, то спинка заболит. Ну, то есть вы, наконец-то, выкроете время еще, чтобы пойти к врачам. И это правильно, потому что нет здоровья, ничего тогда уже не нужно, правда? Ну и, конечно же, кто у нас самый стойкий, досмотрел видео до конца, мы сейчас посмотрим маленький совет Таро, да, что же вам советуют. Ну, опять-таки, в принципе, да, смотрите,
Кого-то из вас, ребят, ожидает, вот реально, особенно это касается тех, кто сейчас загрустил, да, вот как я говорила в начале в сигнификации, да, что может быть без любви вам плохо, а вам вот реально даже здесь в совете карт это показано. Вот как-то ничего не хочется, вот вы, ребят, выходите на новый жизненный этап. Еще совсем немножечко, и вы выруливаете из всех своих переживаний, из всех своих страданий. И поможет вам в этом более молодая женщина, чего я вам всеми желаю. Ну и кому понравился этот расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!